Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В последнее время Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым и министром обороны Андреем Белоусовым столкнулась с серьезной проблемой. Некоторые артисты вступают в антикоррупционный комитет не для того, чтобы бороться с коррупцией и приносить пользу обществу, а сугубо ради своих корыстных целей и финансового интереса. За время своей работы антикоррупционный комитет уже высказал недоверие таким известным артистам, как Дмитрию Певцову, Андрею Смолякову, Стасу Садальскому и семье Олега Газманова. Данные артисты за время работы в организации показали себя с отрицательной стороны и были исключены из комитета. Однако настоящим разочарованием стало пребывание в комитете российского актера Владимира Машкова, который широко известен зрителям не только своими ролями в кино, но и патриотической позицией. Недолгая работа Владимира Машкова в антикоррупционном комитете обернулась сплошным позором. Артиста не только исключили из комитета, но также могут завести против него уголовное дело по нескольким статьям. Никита Михалков и Андрей Белоусов заявили, что Владимиру Машкову не поможет его высокое творческое положение и особая приближенность к высшим эшелонам власти. Владимир Львович Машков проработал в антикоррупционном комитете всего лишь 2 недели, однако за это время совершил несколько неблаговидных поступков, которые стали причиной для исключения из антикоррупционного комитета. Стало известно, что Владимир Машков захотел стать главным финансистом антикоррупционного комитета и направлять финансовые потоки не в благородных целях для помощи Российской Федерации и улучшения социального уровня, а для своих корыстных целей. Более того, Владимир Машков попытался создать свой собственный антикоррупционный комитет и пытался хитростью переманить артистов и даже устроить бунт в команде Никиты Михалкова. Ну а последней каплей для исключения Владимира Машкова из антикоррупционного комитета стала его тесная дружба с пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего господином Песковым. Достоверно известно, что пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего давно является одним из самых главных недоброжелателей команды Никиты Михалкова. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, Владимир Львович Машков на регулярной основе сообщал все подробности работы антикоррупционного комитета пресс-секретарю Верховного Главнокомандующего, в результате чего сорвал многие антикоррупционные проверки команды Никиты Михалкова. Глава организации Никита Сергеевич Михалков высказал глубокое разочарование о Владимире Машкове. Цитата: «Очень больно и обидно ошибаться в людях, но, несмотря ни на что, наша команда продолжит свою работу и будет более внимательно относиться к подбору кадров». Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете и его работе. Член комитета и известный артист Алексей Кравченко после конфликта с семьей министра культуры Ольги Любимовой по-прежнему находится в полицейском участке. Команда Никиты Михалкова делает все возможное, чтобы, по крайней мере, на данном этапе следствия перевести Алексея Кравченко под домашний арест, а также доказать, что гибель сына министра культуры Российской Федерации произошла в рамках необходимой самообороны. На завтра запланирована коллективная молитва о выздоровлении известного артиста и члена антикоррупционного комитета Бориса Щербакова. К слову сказать, что Борис Щербаков уже 10 дней находится в коме в критическом состоянии здоровья после тяжелых ранений, полученных при нападении в городе Сочи, где проходила антикоррупционная проверка. Все желающие могут присоединиться к этой молитве и пожелать Борису Щербакову скорейшего выздоровления.
Во Франции Центральным судом увеличено уголовное наказание для дочери пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Елизаветы Песковой. Теперь уголовное наказание вместо 10 лет составляет 12,5 лет. Напомним, что дочь пресс-секретаря Елизавета была осуждена 1,5 месяца назад за финансовое мошенничество в особо крупном размере и ведение незаконного бизнеса во Франции. Команда Никиты Михалкова оказала очередную, уже 5-ю по счету в этом году, финансовую помощь участникам спецоперации и их семьям в размере 17,5 миллионов рублей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.